Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. Сегодня хочу вам предложить связать вот такой очень стильный, очень интересный джемпер с эффектной центральной косой. Как видите, она не совсем обычная, да? Вот так она у нас с такими интересными, заманчивыми отверстиями, с дырочками, да? Вот. И в то же время довольно просто вяжется. Пряжа используется средней толщины. Я подобрала очень хорошую пряжу, мягкую, приятную к телу. Быстро из нее свяжется этот джемпер. И сейчас я вам ее показываю. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого джемпера я подобрала пряжу Yarn Art Silk Royal, турецкая пряжа, 50 грамм, 140 метров, и состав ее 35% шерсти, silk, это вискозовый шелк, и 65% шерсть мериноса. Вот такая вот у нас интересная пряжа, цвет у нас 445. И вот так выглядит она у нас в действии. Вот такой приятный нежно-коричневый цвет. Вот такой у нас бублик получился с дырочкой, да, и косичка. Одна у меня связана, чтобы показать, как вязать раппорт этой косы. Ну, собственно, здесь сам узор сам за себя говорит. Коса у нас получилась таким красивым вырезом, да, с дырочкой. И, в общем-то, здесь используется в основном лицевая, изнаночная гладь и вот эти вот перекрещивания, переплетения в косе. Так, как видите, пряжа очень мягкая. Ну, конечно, вы не видите. Пряжа средней толщины, хорошо скручена. Имеет такой небольшой меланжевый какой-то эффект. Ну и за счет содержания вискозы, конечно же, шелка, она немного такой блеск имеет. Приятный. Ну, говорить про то, что она очень мягкая, это так понятно, по-моему. Шерсть мериноса, да, используется, абсолютно не колется, к телу приятная. И толщина у нее шикарная такая, знаете, то, что нужно для плечевых изделий, не толстая, не тонкая. Спицы я использую номер 4. Ну и, собственно, давайте посмотрим схему этой косы. Схема узора у нас будет выглядеть вот таким образом. Раппорт косы составляет 10 рядов в высоту и 22 петли мотив нашего. Центральная коса по центру на 8 петельках, и с двух сторон изнаночная гладь по 7 петель справа и слева. Так, ну и само наше отверстие, скажем так, в косе, это будет вот здесь, видите, стоит вертикальная красная черта. Именно здесь будет у нас делиться вязание на две части. То есть здесь мы будем отдельно вязать правую часть, потом левую часть, и объединять все это будем в 28 ряду в изнаночном. А 29 ряд у нас уже пойдет снова коса наша, да. Так, отлично. Давайте показываю вам сейчас я выкройку. Выкройка у нас вот так будет выглядеть, смотрите. И, в общем-то, здесь у нас 4 размера используют: 44, 46, 48, 50. Без труда вы сделаете любой размер, который вам нужно, потому что вы видели, что у нас центральный мотив всего 22 петли занимает, и с двух сторон располагается лицевая гладь, которую можно любое количество расчетным методом определить, да, то есть сколько петель лицевой справа и слева. Главное симметрию соблюдать, да, чтобы справа и слева одинаковое количество петель прибавить или убавить. Так, ну мы сегодня, как всегда, составим описание на несколько размеров, девочки. И, в общем-то, это описание будет выложено
под видео для вашего удобства. Кому интересно, остаемся со мной. Сейчас мы будем с вами вязать образец, и затем будем с вами определять плотность, вертикальную плотность. Я буду подробнейшим образом рассказывать, зачем мы ее считаем и как ее применить на практике при расчете. И, конечно же, минут 10-15 у нас с вами всегда занимает расчетная часть, где я вам подробнейшим образом рассказываю, сколько петель мы набираем по переду и спинке, как распределить петли, сколько петель отложить на горловину, сколько петель на пройму, сколько петель остается на плечо, как посчитать скос рукава, да. В общем, все это у нас в сегодняшнем мастер-классе будет, об этом и будет, собственно, разговор. И, конечно же, наше описание, которое я выкладываю под видео, вот так выглядит оно, значит, в текстовом варианте. Про пряжу я вам сказала, размеры назвала. Общий расход пряжи у нас будет приблизительно 450, девочки, 550 грамм. Плотность вязания мы будем определять с вами в процессе вязания. Здесь у нас различается плотность у переда и спинки, поскольку спинку мы вяжем лицевой гладью, а перед у нас вяжется с центральной нашей косой, да? Поэтому здесь немножечко небольшое расхождение, и, естественно, это я учитываю в своем описании. Все. Далее все это повторяется. По рукаву мы скос с вами считаем, я рассказываю как, и собираем, в общем-то, наше изделие. Считаю, что нужно обвязать вырез горловины платочной вязкой. Там обвязано чем-то, ну, плохо видно, возможно, крючком. Хотя это, девочки, хочу вам сказать, модель из интернет-магазина, и это машинная вязка. Вот эта мадам наша с вами, прекрасная, красивая, это машинная вязка. Так что имейте это в виду. Это я с интернет-магазина брала эту красавицу. Так. Все, смотрите, про спинку мы с вами тоже говорили, показываю я ее, вот такая она у нас, видите, лицевая вся гладь, рукав тоже лицевая гладь, ну вот так вот это все дело смотрится сзади. Рукавчик у нас с окатом, классический вариант, поэтому все очень легко вязать. Планочка, девочки, смотрите, планочка у нашей модельчики довольно широкая, да, но это на ваше усмотрение. Кто хочет, может пошире сделать, кто хочет поуже вообще, там еле заметную, 2 рядами обойдется. Это тоже все на любителя, по вашему желанию, как вы посчитаете нужно. Так, ну все, мои хорошие, давайте приступаем к вязанию образца. Так, для образца я набрала 34 петли. Я провязала платочную вязку, несколько рубчиков, и распределил петли потом следующим образом. 5 лицевых, 7 изнаночных, по центру 8 лицевых, опять 7 изнаночных, 5 лицевых после платочной вязки. Платочную вязку можно, девочки, не вязать. Ну, я так просто хотела посмотреть, как это будет выглядеть, да. Конечно, там пошире надо делать платочную вязку, но я просто для посмотреть, как это будет выглядеть. Так, связали. И 4 ряда я вязала именно так, как у меня смотрят петли. То есть лицевые петли, изнаночные петли, по центру лицевые петли, изнаночные петли и снова лицевые петли. Скажем так, это был подготовительный момент. И сейчас я буду вязать, девочки, перекрещивание. Перекрещивание для меня сейчас начинается по схеме 11 ряд. Сейчас мы на этой схеме находимся в 11 ряду. Я так и буду в описании писать. Начинаем вязать после вот этих вот подготовительных моментов с 11 ряда. То есть я вяжу также 5 лицевых, 7 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И затем делаю перекрещивание 8 петель налево. Я буду это делать без дополнительной спицы,
вы обязательно можете использовать дополнительную спицу, поскольку если опыта нет в перекрещивании, то лучше с дополнительной спицы. Смотрите, первые 4 петли у меня перед работой, следующие 4 за работой. Я аккуратно возвращаю эти петельки вот таким образом за работой на левую спицу. Перекрестила 8 петель налево и провязала их все лицевыми, все 8. Далее вяжем опять 7 изнаночных. И 5 лицевых. Кромочная, изнаночная. Так. Вот так у нас сейчас выглядит наш узор. Все изнаночные ряды вяжем, как смотрят петли. Итак, вяжем 13 ряд. Хочу обратить ваше внимание, что 13 и 15 ряды, они похожи, одинаковые. Вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее опять вяжем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее опять 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную вяжем изнаночной. 14 ряд вяжем, как смотрят петли. 15 ряд вяжем так же, как сейчас вязали 13. Снова 14 ряд вяжем, как смотрят петли. И встречаемся с вами в 17 ряду. Итак, в нашем 17 ряду мы будем делать сейчас, разделять вязание на 2 части. Будем вначале вязать одну часть, потом вторую часть. И в нашем 29 ряду объединяться будем снова. Итак, смотрите. 5 лицевых вяжем, 7 изнаночных вяжем, 4 лицевые вяжем, 1, 2, 3, 4. Связали. А теперь переворачиваем наше вязание и будем с вами, девочки, теперь вязать нашу половинку. Сейчас вяжем вторую половинку вторым этапом. То есть смотрите, вот здесь у нас с вами желательно сделать так, чтобы край был провязан лицевой петлей. Не изнаночной, как я закончила, а лицевой. Вот так. И вяжем 3 изнаночные. Это уже у нас идет с вами изнаночный ряд. 7 лицевых. 5 изнаночных. Это мы вяжем с вами 18 ряд. Половинку 18 рядом, скажем так. Переворачиваем наше вязание. Таким образом, мы будем с вами сейчас вязать до 27 ряда включительно. 28 ряд провязываем. И в 29 ряду объединяем обе половинки. То есть вяжем одну половинку, да? Затем переходим, вяжем также аналогично вторую половинку. Смотрите, девочки, я сейчас уже нахожусь в 23 ряду. И мое вязание вот так выглядит. Я вяжу только первую правую половинку. И смотрите. 5 лицевых, да? Как это я хотела показать, как край выглядит. Затем 7 изнаночных мы вяжем. И вот сейчас вяжем, смотрите, 3 лицевые, а кромочная у меня, чтобы красиво это смотрелось, вяжется изнаночной, да? Вот так. И я переворачиваю на 24 ряд и начинаю с того, что снимаю кромочную, не вяжу ее. И вяжу далее 3 изнаночные. И так далее, как смотрят петли. Понятно? Итак, 27 ряд мною связан.
я беру ниточку и отрезаю ее. Потом кончики будем заделывать. Отрезаю ниточку, да, и перехожу вязать вторую половину. Вот как у меня сейчас выйдет вязание. Видите? Вторую половину вяжу. Продолжаю вязать вторую половину. То есть начинаю с нового кончика и вяжу. 4 лицевые, 7 изнаночных, снова 4 лицевых, 5 лицевых и кромочная изнаночная. И так то же самое я повторяю со второй половиной. И в 27 ряду мы с вами, когда уже будет он связан полностью, встречаемся и в 28 ряду объединяем наше вязание. 27 ряд у нас уже вторую половину я довязываю. 27 ряд также вяжу, смотрите, 4 лицевые, ну то есть у меня первая кромочная снималась, 3 лицевые провязывались, далее 7 изнаночных, 5 лицевых, кромочная, изнаночная, и вот 28 ряд, в который мы будем провязывать все петли, вместе объединять. Вяжем 28 ряд, 5 изнаночных, 7 лицевых, далее вяжем 4 изнаночные с одной спицы и сразу же 4 изнаночные идут с этой спицы, да, сразу же их вот так объединяем, все. Связали 4 изнаночных со второй половины и пошли 7 лицевых. Затем 5 изнаночных и кромочная тоже изнаночная. Вот так, 28 ряд. И 29 ряд, девочки, мы будем вязать, как смотрят у нас петельки. У нас вот такая с вами получилась забавное отверстие. Красивая такая дырчатость в косе появилась. И далее 29 ряд вяжем 5 лицевых, затем 7 изнаночных, затем 8 лицевых, уже объединенных, да, лицевых. Далее идут опять 7 изнаночных, 5 лицевых, кромочная, изнаночная. 30 ряд вяжем, как смотрят петли. 31 ряд вяжем также абсолютно, как и 29 ряд был у нас. 32 ряд вяжем, как смотрят петли, это изнаночный ряд. И в 33 ряду с вами встречаемся. У нас с вами 33 ряд, и мы с вами вяжем, смотрите, 5 лицевых, 7 изнаночных, и перекрещиваем 8 петель налево, так же, как мы это делали с вами в самом начале нашего вязания образца. То есть все 8 петель я снимаю на правую спицу. 4 петли у меня перед работой, следующие 4 петли за работой. С помощью правой спицы аккуратно я их возвращаю на левую спицу. Вы можете использовать дополнительные, повторю, спицы. И вяжем все 8 лицевых петель. Все 8 перекрещенных налево петель. Связали. Дальше опять идут 7 изнаночных.
и 5 лицевых. Кромочные вяжем изнаночной. Вот так. Сейчас это все отпарится, отгладится и будет супер красиво. Так, девочки. Далее, смотрите, вяжем 3 и далее мы будем вязать с вами косу. И вот теперь я хочу вам показать косу, которая, собственно, у нас вяжется с 1 по 10 ряд включительно. Вот с 1 по 10 ряд, да, то есть вот мы с вами как бы первый ряд уже и связали. То есть 33 ряд в этой схеме и первый ряд, они одинаковые, да, то есть и далее мы вяжем косу. По нашей модели это 3 косы подряд, то есть 3 раппорта подряд по 10 рядов. Вот таким образом. Я сейчас вам покажу, как это будет выглядеть на нашем образце. То есть, девочки, перекрещивание мы с вами уже сделали. И по схеме мы вяжем сейчас, как смотрят петли, 3 ряд, 5 ряд, 7 ряд и 9 ряд. В 11 ряду у нас идет перекрещивание. 11 ряд это то же самое, что первый ряд. Да? То есть сейчас мы все вяжем, как смотрят петли, до 10 ряда включительно. Я связала 10 рядов еще. И у нас снова переплетение налево. Будем перекрещивать 8 лицевых петель налево. Начинаем. Это получается у нас с вами 11 ряд. Ну, собственно, с первого ряда, да, начинаем. 5 лицевых, 7 изнаночных, и перекрещиваем 8 лицевых петель налево. Снимаем 8 петелек. Первые 4 у нас перед работой, следующие 4 за работой. Меняем их местами. Вяжем как 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Все. И далее вяжем 7 изнаночных и 5 лицевых. Вот так, девочки. И повторяем вот этот раппорт с косами 10 рядов. Столько, сколько нужно в высоту. Ну, то есть вот этот раппорт повторяем столько, сколько вам в длину понадобится. А сейчас нам надо сделать влажную тепловую обработку образца и определить плотность вязания. Итак, горячим паром на наш образец вот так воздействуем. Горячим паром. Очень податливый и он мягкий. Давайте его тянуть в разные стороны. Потянем образец наш. Конечно же, лицевая гладь ведет себя всегда по краям, особенно любит закручиваться. Отпариваем мы края с лицевой гладью. Так. Еще разочек повоздействуем и дадим высохнуть нашему красивому образцу. И сейчас мы будем с вами делать измерения и расчеты плотности. Смотрите, значит, у меня получается ширина нашего образца 17,5 сантиметров. Давайте вот в этом месте померяем. В общем, все равно, девочки, 17,5 сантиметров. И 17,5 сантиметров я поделю 34 петли. Мы набирали с вами в образце, участвовала, да, на 17,5. Вот такая цифра у меня, девочки, получается 1,9. И я записываю ее, что в 1 сантиметре
у меня 1,9 петель. Так, отлично. Сейчас по вертикали давайте посчитаем. Также посчитать надо ряды, сколько рядов в образце. У меня сейчас, я не буду платочную вязку, у нее всегда, как правило, своя плотность. Я буду измерять исключительно лицевую и изнаночную гладь. Итак, у меня получается 15 сантиметров до вот этой нашей платочной вязки. 15 сантиметров. И сколько это рядов? Сейчас я скажу, посчитаю. У меня получилось 36 рядов, я посчитала, поделить на 15 сантиметров. Плотность по вертикали 2,4 получилось. Запишем. В 1 сантиметре 2,4 умещается ряда. Вот такая плотность. Так, ну и что далее? Далее нам понадобится выкройка и расчетная часть будет у нас. Будем считать, сколько петелек набирать, как распределять узоры и так далее. Итак, для расчетов мы будем использовать вот такую выкройку, которая составлена, значит, у нас на размер 44-46 и 48-50. Ну и как всегда традиционно начинаем с того, что рассчитываем количество петель, которые мы будем по низу набирать для переда и спинки. Одинаковое количество у нас идет по спинке и перед. Так, смотрите, у нас с вами ширина идет, то есть свитер довольно свободного облегания, да, поэтому 44-46 размер у нас будет 51 сантиметр ширина переда и спинки. 51 сантиметр умножаем. Спинка у нас вяжется исключительно лицевой гладью, поэтому мы будем умножать на плотность для лицевой глади. Она у меня получилась 1,8 петель в 1 сантиметре. То есть умножаем на 1,8. И получается у меня, девочки, 92 петли, да, в сторону увеличения округляю. Второй размерчик у нас 55 сантиметров, также на 1,8. По спинке это будет 99 петель. Я написала 98, поскольку желательно, чтобы мне для расчетов было удобно 98 петель, четное число. Так, далее. Теперь давайте смотреть выкройку. Сейчас наша задача определить, сколько петель закрываем по пройме, сколько петель придется на горловину и сколько петель останется на плечо. Ну, пройма, да? Пройма, вот ее глубина 5,5 сантиметров. Умножаем 5,5 на... Так, 5,5 умножаем на плотность 1,8. Получаем, девочки, 10 петель. Пройма 10 петель составляет. Так, теперь давайте вырез горловины. Вот у нас 10 сантиметров половинчатый размер, то есть это 20 сантиметров. Умножаем на 1,8, 36 петель будет вырез горловины. Так, это его ширина. И на плечи что осталось? Для этого я наше число 92 петли для первого размера вычитаю 2 проймы по 10 петель, то есть 20, и вычитаю 36 петель на горловину. Получается 36 петель на 2 плеча. Делим на 2, будет по 18 петель на каждое плечо. Хорошо. Второй размер 98 петель. Также отнимаем 2 проймы по 10 петель минус 20 и минус 36 петель вырез горловины. Будет 42 петли на 2 плеча и делим на 2. На каждое плечо по 21 петлю приходится. Так, с этим разобрались. Переходим на рукавчик. Как сразу говорю, по низу я уже определила, это 50 петель у нас будет по низу набираться. И сразу же после планочки небольшой, платочной вязкой связаны, начинается скос рукава. Для того, чтобы посчитать скос, мы должны определить, сколько петель у нас будет самой широкой части рукава до оката. То есть вот здесь, по этой линии, да. И мы с вами также смотрим ширину. Это 20 и 22 половинчатые размеры на наши размеры. То есть 40 сантиметров я умножаю также на плотность 1,8, поскольку у нас лицевой гладью рукав тоже будет вязаться. Получаю 72 петли. На второй размер я также делаю. У меня 44 сантиметра ширина.
умножаю на плотность 1,8 и получаю, девочки, 79, ну 78 петель или 80 можете сделать. Какую хотите сторону, чтобы было четное число. И теперь нам очень легко посчитать, сколько всего петель у нас будет прибавляться. Да? То есть из 72 отнимаем 50 по низу рукава и получаем так, из 72, неправильно, из 72 отнять по низу рукава 50, получаем 22 петли и делим на 2 скоса. Получается с каждой скос по 11 петель. Будем одновременно и равномерно делать прибавки. С каждой стороны по 11 петель. И через какой интервал мы их будем делать. Надо определиться. Для этого воспользуемся вертикальной плотностью. Мы ее с вами тоже определяли в 1 сантиметре. 2,4 ряда умещается. Да? И вот смотрите, наш скос от планки до оката по выкройке 45 сантиметров высота. И мы это переводим в ряды. Для этого мы наши 45 сантиметров умножаем на плотность 2,4 по вертикали. Получаем 108 рядов. И теперь эти 108 рядов мы делим на те петли по скосу, которые должны прибавить. Делим на 11. Получается, девочки, ну практически в каждом 10 ряду будем делать прибавочки. Я уже это записала, в каждом 10 ряду. Для второго размера поступаем таким же образом. 78 петель, отнимаем 50 петель по низу. Всего надо прибавить 28 петель. У нас 2 скоса, делим на 2. На каждый скос по 14 петель приходится. И мы с вами 108 рядов высоту скоса делим на 14 петель. Получаем, девочки, ну здесь прибавки как? 108 рядов на 14 петель. Ну вот да, вот так получается. То есть не 7, не 8. Но здесь можно как порекомендовать? Чередовать в каждом 7 или в каждом 8 ряду. Чередуем, да, то в 7, то в 8. Как бы. Но можно сделать приблизительно в каждом 8, сказать так, в каждом 8 ряду будут делаться прибавки справа и слева одновременно по одной петле. Так, все это будет, девочки, озвучено у меня под видео, то есть я там все это дело в виде описания текстового всегда публикую. Теперь, что касается общей высоты рукава и нашего изделия, его тоже нужно переводить в ряды. Эту высоту не сантиметрами мерить, а рядами. Это делается для того, чтобы после стирки изделие наше вошло в тот самый размер, который мы ему изначально назначили. Да? То есть вот у нас с вами от планки до конца самого высота рукава составляет 56,5 сантиметров. 56,5 я умножаю на вертикальную плотность 2,4. Смотрите, у меня 136 рядов. Длина рукава от планки составляет. То же самое мы должны с вами учитывать у спинки и переда. Вот, предположим, размер стоит от планки до проймы 35 сантиметров. Переводим это все дело в ряды. И будем так в описании писать. 35 сантиметров умножаем на 2,4, получается 84 ряда. Итак, во всех наших вертикальных размерах все это дело переводим в ряды. И обязательно этим руководствуемся. Вот, собственно, как я хотела вам кратко изложить расчетную часть нашу по выкройке и плотности. Да? Я надеюсь, что было все понятно, доступно. Вы самостоятельно сможете посчитать на нужный вам размер, на нужную вам ширину. Слепо не доверяйте этим размерам. У нас у всех разный рост, у нас у всех разный размер. У кого-то плечи узкие, у кого-то таз широкий. Да? То есть, девочки, бедра широкие. Обязательно свои индивидуальные мерочки проверяйте, так скажем, сверяйтесь с этой выкройкой и корректируйте в свою сторону. И можете пересчитать также петельки, да, с помощью плотности. Конечно же, этот узор можно вязать не обязательно с такой пряжи, которую рекомендую я. Его можно вязать
и летний топ связать, пожалуйста, хлопковой пряжей, да. То есть никакой здесь нету прям такой вот строгой, как бы, вот только так и как вот у меня, да. Нет, конечно же, вариаций полно. Вы можете любую пряжу взять, пересчитать, связать образец, посчитать плотность, посчитать по выкройке, вот по моему описанию, по этой инструкции, да, как эти все расчеты под себя сделать и составить свое собственное описание и вязать по своему собственному описанию. Все это, в принципе, легко и осуществимо. Поэтому я желаю вам удачи, мои хорошие, чтобы у вас все получилось. И до новых встреч!